Ребята, всем мексиканский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы увидим самое толстое дерево в мире, а также полюбуемся каменным водопадом. И отправимся на фабрику мезкаля и посмотрим, как готовится этот знаменитый напиток. И первой точкой на сегодня будет самое толстое дерево в мире, которое располагается в поселке Санта-Мария-дель-Туле. Так и называется это дерево Туле. Чтобы попасть к этому дереву, нужно приобрести билет, который стоит 20 песо с человека. Как гласит эта табличка возле дерева, что его настоящее название, как называли его древние индейцы, Ауэ-Уэта. За этим исполинским деревом можно понаблюдать лишь за забором. Он весит больше 600 тонн, его корни уходят вглубь на 80 метров, и называется он не что иное, как мексиканский кипарис. Обхват у этого дерева-гиганта 42 метра. А его возраст более 2000 лет. Кстати, недавно провели исследование ДНК, и действительно ученые подтвердили, что это одно дерево, а не сплетенные корнями несколько деревьев. Представляете, даже есть специальные тесты ДНК у деревьев. Помимо дерева в этом месте также находится просто красивейший парк, ровные кустики, водопадик небольшой. Также здесь есть еще и церковь, только ее немножко огородили, возможно, сейчас там проходит служба. Город, который знаменит своим деревом, старается ухаживать за всем вокруг. Посмотрите, ровные кустики, цветочки. Очень красивый водопад. И все это вокруг территории этого дерева. Но если выйти еще за эту территорию, то в самом городке тоже очень красиво. Здесь находится административное здание с аккуратно высаженными 3 пальмами, которые украшают его. Вокруг все яркое, красивое, особенно в такую солнечную погоду, как сегодня. Можно приятно прогуливаться здесь, делать интересные фотографии. А здесь мы видим красивые высокие горы. Сейчас по пути к каменным водопадам оплачиваем платную дорогу, стоимость 96 песо с автомобиля. После красивого горного пейзажа заехали в деревушку. Здесь уже начинаются поборы, которые мы считали, но они не совсем официальные. Вот, но платить их обязательно нужно. 20 песо с человека платим. Вот такому вот представительному мужчине. И отправляемся дальше. Осталось 4 километра. Спустя 4 километра уже возле парковки платим еще по 50 песо, но это уже официальная цена билета. 50 песо с человека. Да.
Официальное название этого места Эрве эль Агуа. В переводе, что означает «кипящая вода». Но сегодня мы должны увидеть совсем не кипящую воду. Сейчас проходили множество палаток, предлагают различные напиточки. Также мы встречали гидов, которые предлагают свои услуги. Тоже сейчас пытаемся разобраться, в какую сторону нам идти, потому что мы должны здесь увидеть как и бассейны, так и должен быть трекинг до самого этого каменного водопада. Сейчас мы пришли к красивому месту. Естественно, видим табличку «На дроне летать нельзя». К сожалению, опять полетов у нас не планируется. Мы с вами пришли к бассейнам. Очень красивый бассейн, немножко похож на Памуккале. Эти бассейны насыщены карбонатом калия. Думаю, в них даже можно искупаться. Эрве эль Агуа переводится как «кипящая вода». И посмотрите, мы нашли место, где она действительно кипит. Я сначала подумала, что она горячая, но в реальности эта вода абсолютно холодная. На этой территории на самом деле несколько бассейнов с минеральной водой. Сейчас мы поднимемся немножко на уровень повыше и покажу вам уже другой бассейн. Отсюда открывается вид на тот самый каменный водопад. Почему он так называется? Потому что минеральные источники, которые спадают с гор, оставляют свой след в виде минералов, карбоната кальция. И получаются вот такие вот свисающие сосульки, которые мы сейчас видим. Сейчас мы дошли до еще одного красивого бассейна с лазурной водой. Посмотрите, как все выглядит. Вода, стекающая с горы, образует бассейн красивого цвета. Вышли на тропу, которая ведет к водопадам. Во время вашего пути есть обзорная площадка, с которой открывается шикарный вид на эти природные бассейны, на горы. Также есть беседочки, в которых можно отдохнуть от солнца, посидеть на скамеечке, но нам нужно отправляться дальше. Сейчас спускаемся еще ниже. Указателей не так много, но тем не менее они иногда встречаются. Здесь мы видим еще одни минеральные источники. Видите, опять бурлящая вода, кипящая. Но проходить внутрь сюда нельзя. Зато отсюда открываются красивые виды. Можно подойти чуть-чуть к краю и посмотреть, как это выглядит. И вот получается эти каменные водопады красивейшие. Жаль, что здесь нельзя запускать дрон, везде эти таблички. А тут прямо, знаете, такое место, где было бы прекрасно полетать и посмотреть поближе этот каменный водопад. Оказывается, здесь можно спуститься еще ниже. И теперь эта дорожка более живописная.
но все так же идет вниз, поэтому я думаю, что подъем будет не такой простой. А вот это, ребята, уже какие-то просто неземные виды отсюда открываются. Мы не знали, что так можно будет близко подойти к этим каменным водопадам. Преодолели уже множество ступеней, но дорожка ведет еще вниз. Хотя здесь уже очень красивые виды, и я не понимаю, что может быть дальше. Сейчас мы спустились вниз и хотим искупаться в этом природном красивом бассейне. Да, на самом деле даже немного сводит мышцы, потому что от холода, когда окунаешься, но бассейн достаточно глубокий, но я вот, допустим, могу стоять, то есть примерно 1,80 м глубиной. Ну, водичка чистая, зеленоватым оттенком. Я сразу поняла эту подставу с холодной водой, поэтому я даже не пошла переодевать купальник. А Кирилл, он такой, знаете, вот куда еще вроде бы моложе человечку выглядеть, но все старается, в минеральных источниках купается, теперь еще и с карбонатом кальция. В супер холодной воде. Но вид у него, конечно, очень красивый. Я завидую, но нет, я не смогу купаться в такой холодной воде. На самом деле, когда уже окунулся в воду, когда уже прошло пару минут, водичка уже не кажется ледяной, уже наоборот приятно плавать. И на вкус действительно, знаете, она такая вроде бы пресная, но чувствуются минералы. Уж не буду, конечно, вам заливать, что какие именно я здесь чувствую полезные свойства воды, но в любом случае водичка очень-очень приятная. А еще хочу сказать, что здесь очень сильно пахнет сандалом. Знаете, вот есть сандаловые палочки арома, и здесь растет дерево, и от него пахнет, как от этих аромапалочек. Таким образом выглядит, я бы никогда не подумала, что это может пахнуть чем-то вкусным и приятным. Очень многие подходят к этому колодцу, из которого выбивается этот минеральный источник, и видно, как в нем кипит вода. Сейчас после бассейнов поднялись уже наверх, откуда мы начинали свой путь. Здесь расположено очень много палаточек. Самый популярный, наверное, товар здесь вода, кокос, потом мичеладос делает. Ну, конечно, цены немножко завышены, но это место туристическое. Кокос стоит 50 песо, мичеладос, средний стаканчик 80. На выходе решили взять маленький стаканчик мичеладоса, знаменитый коктейль с пивом и с каким-нибудь фруктом. Си. Также добавляю туда еще сальсу, это такой остренький соус, и получается вкуснятина. Стоит здесь 60 песо, а там в начале парка 80 песо. Поэтому на выходе у вас получается немного пива и очень много мичеладоса. Давай пробуем с грифом. У нас прямо каждый выпуск реклама мичеладоса с некоторых пор. Да, здесь
На самом деле он не совсем ананасовый, а действительно там еще добавлена вот такая местная сальса. Но вкус получается очень вкусный. Если вы до этого не смотрели наши выпуски, то повторим, что мичеладос — это когда можно добавить различные фрукты, либо вот сальсу, и все это дело заливается пивом. И туда еще добавляется соль и перец. И получается очень насыщенный коктейль. Но в Мексике популярен не только мичеладос. Также здесь есть другие популярные алкогольные напитки, например, мескаль. Пока мы сюда ехали, видели очень много различных фабрик, плантаций, где делают этот крепкий напиток. И сейчас на одну из них мы хотим заехать. Примерно 30 километров от этого места. И все вам расскажем, покажем и немножко продегустируем. Вы видели, что первую часть дороги мы ехали по горному серпантину. Дорога была, на самом деле, не очень хорошая, зато очень живописная. Проезжали города такие, как Митла, и сейчас мы находимся в городе Мататлан. Вообще это считается дорогой мескаля, столицей мескаля. Здесь очень много фабрик, вы можете выбрать другую, но мы заранее списались с хозяином этой фабрики, которая называется Лавения, потому что он разговаривает на английском языке. Да, а также посмотрели отзывы, очень много положительных отзывов именно об этом месте. Ну что, давайте скорее уже пройдемся внутрь. Кирилл. Yeah, it's a little bit difficult here. Está bien, perfecto. Me gusta el nombre, Kirill. Кирилл, sí. На самом деле это место не туристическое. Сюда не возят большие группы на автобусах, поэтому это такая частное производство, которому около 100 лет. И находясь здесь, чувствуешь приятный запах. Насколько я понял, мне сказали, что это запах агавы, то есть именно кактуса, из которого делают мескаль. Feel it. Так. Oh, теплая земля. Видимо, каким-то специальным образом она подогревается. Сейчас мы все узнаем. И вот сейчас мы видим много песка. Оказывается, это и была печка, где поджигали вот это вот агави. И сейчас вот эти агавы находятся под песком, и они должны лежать под песком почти 1 неделю, чтобы потом из них уже готовить мескаль. Мескаль вообще делают по-разному. Иногда применяют еще и силу осликов. То есть вот сюда привязывают ослика, который крутит вокруг большие кактусы, чтобы их сильно размолоть. Да, крутит вот этот бетонный круг. I can share you all these videos. I can share it with you. Окей. Yes, I can show. Здесь на видео мы видим, как разрубают огромный кактус. Именно с этого начинается приготовление мескаля. Некоторые плоды кактуса могут достигать веса в 200 килограмм. А сейчас мы смотрим на второй этап приготовления мескаля. Это когда поджигают агаву. Сейчас нам демонстрируют теплые кусочки агавы, которые можно также понюхать. И они чем пахнут? Пахнут печеной картошкой. Картошкой. А еще немножко, знаете, с таким прибавлением чернослива, но здесь везде вообще пахнет черносливом почему-то. Я бы даже съела. Мы даже можем попробовать эту агаву на вкус, как нам сказали, которую только что достали буквально из песка. Да чего мы такого в Мексике не пробовали? Это Кузнечиков пробовали, потом этот бамбук пробовали. Так. Так. Это очень вкусно. Серьезно? На картошку похоже? Похоже на сахарную картошку. It's like sugar potatoes. Sweet potato. Sweet. And from there we get this mezcal. Так. Теперь давай с мескалем попробуем. Именно из этого они делают, It наверное, becomes вот этот вот liquid. вид мескаля. Получается. Так. Пум. На здоровье. Здоровья. Салют. Dichbe. In my native language, Dichbe. Дичбе? Dichbe. На здоровье, Dichbe. Ну, знаете ли, мягенько, да. Хоть и крепенько, но мягенько. Anyway, welcome. And this is your house. Feel free to ask anything. If you have questions,
You can make questions. So this is espadín. Еще одно уточнение. Вот эта агава, из которой делают мескаль, называется эспадин. И эспадин переводится с испанского не что иное, как меч, потому что эта агава выглядит как меч. Вот такой вот эспадин. После того, как агаву подержали под горячим песком, после чего ее по кругу размолол либо ослик, либо лошадь, которая здесь бегает, потом ее положили в бочки, здесь ее перемешали, добавили воды, положили на неделю или на 2, в зависимости от погоды. После этого, вот сейчас мы увидим уже следующий этап. Здесь уже мы видим пустые деревянные бочки, а до этого здесь хранился мескаль, вернее, он здесь бродил. Дальше идет процесс, как, знаете, гонят самогон, ну что-то вот такое. Мы небольшие специалисты в данной области, поэтому видно, как перегоняется по трубам уже этот броженная агава. И уже внизу выходит готовый продукт. В воде находится как огромный кипятильник, конденсатор. Вот видите, он там нагревает воду, и каким-то хитрым или нехитрым способом все попадает вот сюда, прямо в канистру льется из краника. Представляете? Можно будет набрать. Оп, все, и вот с тем искать. На, попробуем. Ну, давайте хотя бы. Пахнет как будто то же самое, что мы сейчас пробовали. Can I taste it? Yes, please. How's it? It's good? Very good. Yeah. Meshka? Кто бы мог подумать, друзья, да? Так все просто. Получается, чтобы получить 1 литр напитка, используют 10 килограмм агавы. Так, сейчас будем дегустировать еще один вид мескаля из кактуса, который называется тубала. Видите, какие интересные стебли, совсем другие. Держи. Давай. Ну, не уверен, что я смогу как-то отличить. Мне кажется, для меня это будет... Да, для меня это очень похоже, но чуть больше, наверное, знаете, как-то чуть больше вкуса, чуть больше разнообразия вкуса как-то. Интересно. В общем, в любом случае, это достаточно крепкий напиток, но приятный. Okay. Nice to meet you. Thank you so much. Okay. Как вам, друзья? Узнали весь процесс, немножко продегустировали, побыли в приятной обстановке, с приятным запахом. В общем, место на самом деле классное. Вот. И хорошо рассказывать на английском, все интересно. Мне было вообще очень интересно посмотреть, как готовят мескаль. Я думала, что все готовят только в Халиско, там же, где и текила. А оказывается, столица-то мескаля Оахака. Оахака, друзья. Поэтому, если Нельзя было пропустить будете это рядышком, тоже заезжайте. Оставим точку на это место в описании под этим видео. И в финале сегодняшнего дня мы вам покажем отель, в котором мы проведем одну ночь. Этот отель находится высоко-высоко в горах. Вы видели, как мы сейчас сюда поднимались. Он называется Сан-Антонио Бутик-отель. Пройдем в главное здание отеля. Отель это, конечно, звучит очень громко, потому что все-таки бутик-отель. И в этом же здании находится несколько больших комнат. Одну из них мы займем с вами. Отдохнем здесь и поедем в следующий штат. Так, ребята, здесь у нас главная комната. Это общая комната для всех номеров. Здесь можно отдыхать, можно пить мескаль, как нам предложил администратор. Здесь есть большой телевизор, колонки, барный столик. Возможно, мы здесь перекусим после того, как проведем вам видеосъемку. Давайте посмотрим здесь душевую. Огромная душевая комната.
раковина. Несмотря на то, что мы находимся в горах, здесь отлично ловит интернет, и мобильный, и Wi-Fi здесь есть, и на телевизоре есть вообще все необходимые каналы. В общем, здорово. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Она у нас отличается, и она у нас более скромная. Здесь есть туалет в общей комнате, можно его также использовать. Здесь еще одна комната. И пройдем в нашу. Она находится на 2-м этаже. Наша комната. Здесь у нас тоже двухспальная кровать. Есть шкаф, телевизор. Поэтому я думаю, что сегодня, может быть, посмотрим какой-нибудь сериальчик. Самая фишка — это, конечно же, панорамные окна с видом на горы, на красивую природу Оахаки. Здесь есть диванчик, за которым можно тоже отдыхать, смотреть телевизор, тумбочка прикроватная. Пройдем внутрь еще нашей душевой комнаты. Так. Здесь наша душевая. Здесь тоже есть еще один шкаф, унитаз, раковина. Ой, какая прелесть. Здесь есть также мыло, гель для душа и сам душ. Сейчас мы посмотрим. Новая сантехника. Ну, эту модель всего 4 года, поэтому здесь вообще все новое. Есть и горячая, и холодная вода. И также есть шампунь и гель для душа здесь. Так, смотрите, ребята, здесь у нас открывается еще из гостиной красивая обзорная площадка. Можно сюда пройти и посмотреть на нее. Вот это бомбяу, конечно. Вот это вот интересный опыт. Куда я только нас не заведу с Кириллом. Я узнала об этом отеле случайно, увидела фотографии, подумала, что это безумно красиво провести здесь вечер. А вот наша комната и Кирилл, который расположился в номере. Выходим из обзорной площадки. Здесь у нас открывается вид на детскую площадку. То есть сюда можно приехать с детьми, с всей семьей. Качели есть. Еще детские обзорные. Очень красиво. Там есть футбольное поле. Смотрите, как здорово. Сейчас обошла главное здание вокруг. И здесь я знаю, что есть еще одна интересная территория. Зона отдыха, где иногда можно также расположиться большой компанией, либо семьей и провести время у костра. Вот здесь вот можно развести костер. Здесь есть барная стойка, где также по запросу делают коктейли и мезкаля. На самом деле здесь есть еще один корпус. Сейчас я вам его покажу. Там тоже можно разместиться всей семьей. Это как получается домик с 3 апартаментами. Кирилл наконец-таки нашел для себя идеальную взлетную площадку для того, чтобы взлетать и сажать дрон. Не вертолет, конечно, но тем не менее, друзья. Безумно мне нравится, какие цветочки здесь произрастают. Смотрите, очень необычные. Ой, прям горные такие цветы, интересные. Здесь находится 2-й корпус, как раз таки, о котором мама говорила. Это там, где можно расположиться большой семьей. Здесь тоже сейчас все открыто. Можно заходить и посмотреть. Здесь есть камин, гостиная. И вот получается 3 комнаты. 1, 2 и 3 комната. Я думаю, что кому будет интересно, вы также можете написать в отель и по запросу спросить комнату или домик, которые вам необходимы. У этого домика также есть обзорная площадка. Поднимаемся по лестнице. Идем на крышу.
И здесь очень красивый вид также на горы. О, красота! Красота! Все, сейчас мы будем отдыхать. Завтра утром мы позавтракаем и отправимся в новый штат. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Наступил уже следующий день. Сейчас в районе 7 утра и солнышко только встает. И сейчас мы пришли на завтрак. Hola, buenos días. Нас здесь уже ждут фруктики, мой любимый йогурт, гранола. На горячее блюдо нам принесли тортилью, которая фарширована фасолью, курочкой, лучком и авокадо. На этом мы прощаемся со штатом Оахака и едем дальше. Отправляемся в штат Веракрус, который вы увидите уже в следующих выпусках. Ставьте, друзья, ваши лайки, поддержите наше видео. Пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока!